Представьте человека, который кричит на вас. Голос повышается, слова становятся острее, жесты резче. И вы чувствуете, как внутри что-то сжимается, закипает, требует ответа, хочет доказать, парировать, ударить в ответ. Это почти физическое ощущение, как будто вас тянут за крючок. А теперь другой образ. Вода. Кто-нибудь видел, чтобы вода спорила с берегом? Чтобы она кричала на камень, который встал у нее на пути? Вода просто обтекает его. Тихо, без усилий. Она обтачивает камень, и через какое-то время этот камень мельчает и перестает быть величественной глыбой. Именно это стратегия тихой воды. Это не пассивность и не слабость. Это особое состояние ума, которое китайские философы разрабатывали тысячелетиями, и которое оказывается в споре сильнее любого аргумента. Вода – это самое мягкое и самое слабое существо в мире, но в преодолении твердого и крепкого она непобедима, и на свете нет ей равного. Так написал Лао Цзы в Дао Дэ Цзин, трактате, которому больше 2500 лет. Это не поэтическая метафора. Это точное наблюдение о природе силы. Наблюдение, которое большинство людей в момент конфликта начисто забывает. Мы устроены иначе. Когда на нас давят, мы давим в ответ. Когда кричат, кричим громче. Когда нас атакуют аргументом, бросаемся искать контраргумент. Вся наша культура споров построена на модели столкновения. Кто сильнее ударит, тот и прав. Победа понимается как подавление, заглушить, переспорить, заставить замолчать. Но посмотрите, что происходит в реальности. Два человека сталкиваются лоб в лоб, и конфликт не заканчивается, он консервируется. Оппонент, которого, так сказать, победили в споре, уходит не убежденным, а уязвленным. Его эго задето, и теперь у него есть дополнительный мотив – не искать истину, а восстановить свое достоинство при первом удобном случае. Вы выиграли битву и создали себе врага. Лао Цзы описывает иную логику. Высшее благо подобно воде. Вода приносит благо всей тьме вещей и ни с чем не борется. 8 глава Дао Дэ Цзин. Не борется, но побеждает. Это и есть парадокс, который требует осмысления. Вода не сопротивляется скале, она ее обтекает, находя путь там, где твердое тело не может пройти. Вода не спорит с берегом, она постепенно меняет его форму, незаметно, год за годом. Вода не ломает плотину силой, она накапливается, давит равномерно и в конце концов находит брешь. Ни одно из этих действий не требует напряжения, агрессии или даже видимого усилия, но результат абсолютный. Во всем мире нет ничего более мягкого и податливого, чем вода, но она точит твердое и крепкое. Никто не может ее одолеть, хотя любой может ее потеснить. Податливое побеждает крепкое, мягкое одолевает твердое. Все это знают, но никто не осмеливается действовать так, говорит Лао Цзы в 78 главе. Последняя фраза – ключ. Знают, но не осмеливаются. Потому что мягкость воспринимается как капитуляция, спокойствие в споре – как слабость, молчание в ответ на обвинение – как признание вины. Это глубокое заблуждение. Когда в разгаре конфликта один человек кричит, а другой остается спокойным, кто из них сильнее? С точки зрения инстинкта – кричащий. С точки зрения реального влияния на ситуацию – молчащий. Потому что именно он управляет пространством разговора. Именно его спокойствие задает температуру всего происходящего. В практике конфликта У Вэй выглядит так. Вместо того, чтобы блокировать удар оппонента, вы просто не стоите на его пути. Вместо того, чтобы возражать на обвинение, вы задаете уточняющий вопрос. Что именно вы имеете в виду? И смотрите, как атака проходит сквозь пустое место. Атакующий рассчитывал на сопротивление,
опереться на ваш ответный гнев, оттолкнуться от него и нанести следующий удар. Но опереться не на что. Пустота. Этот психологический механизм точно описывает принцип пустого пространства, один из практических инструментов, который вырастает из даосской философии. Когда на вас кричат, вас ждут в определенной точке. Там, где должен стоять ваш гнев, ваша защитная реакция, ваше эго, готовое к бою. Если вы не приходите в эту точку, атака уходит в пустоту. Противник не находит опоры и теряет равновесие. Цзян Шэн, комментируя Лао Цзы, напоминал: хотя Лао Цзы учил людей не соперничать, это не значит, что он хотел, чтобы люди были безвольными и вялыми. Он лишь учил людей не драться за выгоду и избегать великого бедствия войны. Это означает бороться внутри, а не вовне, бороться за то, чтобы не бороться, получать все, не домогаясь ничего. Практически это означает: победа в споре – это не момент, когда оппонент замолкает, потому что вы переорали его. Победа – это момент, когда конфликт исчерпывает сам себя, потому что ему не дали разгореться. Когда человек, пришедший с агрессией, уходит без того результата, на который рассчитывал, но при этом не чувствует себя уничтоженным. Он просто не встретил врага, он встретил воду. Лао Цзы формулирует это с предельной лаконичностью. Слабый одолеет сильного, мягкое одолеет твердое. Не говорит «может одолеть», одолеет, если только даст себе смелость не ответить силой на силу. 2500 лет назад китайский стратег Сунь Цзы советовал полководцу нечто, что кажется парадоксальным для военного мышления: построить золотой мост, чтобы противнику было куда отступать. Так формулирует его стратегический принцип Гарвардская школа переговоров, ссылаясь на искусство войны. Окруженный враг дерется насмерть, потому что выхода нет. Враг, которому оставили дорогу назад, предпочитает ею воспользоваться. Это наблюдение не о войне. Оно о природе человеческого эго в момент конфликта. Самые затяжные и разрушительные споры случаются не там, где стороны расходятся во мнениях. Они случаются там, где один из участников чувствует, что ему некуда деться. Когда его прижимают к стене, логикой, фактами, свидетелями, громкостью голоса, он перестает искать истину. Он начинает защищать себя, свое достоинство, свой образ в собственных глазах и в глазах окружающих. Одержать 100 побед в 100 битвах – это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения – вот вершина, говорит Сунь Цзы в 3 главе «Искусство войны». Победа без сражения возможна только тогда, когда оппоненту не нужно воевать, потому что он не чувствует себя в ловушке. Золотой мост в человеческом конфликте – это возможность сохранить лицо. Это фраза, которая дает оппоненту выйти из спора, не потеряв достоинства. «Я понимаю, почему ты так думал». Это разумная позиция с твоей точки зрения. Возможно, у нас просто разная информация. Ни одна из этих фраз не означает, что вы согласились. Они означают только одно – вы не хотите войны. Вы строите мост. Стратегия тихой воды соединяет Лао Цзы и Сунь Цзы в единую практику. И здесь возникает третий, может быть, самый изящный из ее принципов – спокойная вода, как зеркало. Когда поверхность воды неподвижна, она отражает все точно. Малейшее волнение, и отражение искажается, теряет форму. Точно так же работает спокойствие в споре. Когда вы не вовлечены эмоционально, вы становитесь зеркалом для оппонента. Он видит в вашей реакции ни врага, ни противника, ни повод для следующего удара. Он видит собственное отражение. И это одна из самых дискомфортных вещей, которые может испытать человек в разгаре эмоциональной атаки. Человек, кричащий на зеркало, очень быстро чувствует себя нелепо. Не потому, что зеркало умнее его, а потому что зеркало не реагирует так, как он ожидал. Нет ответного гневного нападения, нет топлива для огня. Осуществление недеяния всегда приносит спокойствие, говорит Дао Дэ Цин.
Спокойствие заразительно. Не сразу, но неизбежно. Есть практическое упражнение, которое восходит к этой традиции. Когда в разговоре на вас обрушивается волна раздражения, обвинений или давления, представьте, что слова собеседника — это шум дождя. Дождь не имеет к вам личного отношения. Вы не спорите с дождем и не объясняете ему, почему он не прав. Вы просто открываете зонт, то есть сохраняете внутреннее спокойствие и продолжаете идти. Ключевое здесь не безразличие. Ключевое — дистанция между тем, что происходит снаружи, и тем, что происходит внутри вас. Нужно сделать свое сердце предельно беспристрастным, твердо сохранять покой, и тогда все вещи будут изменяться сами собой, а нам останется лишь созерцать их возвращение. 18 глава Дао Дэ Цзин. Вещи изменяются сами, если им не мешать. Конфликты рассасываются сами, если в них не подбрасывать дров. Тишина в споре — это, пожалуй, самое трудное и самое сильное из всех возможных позиций. Культура убеждает нас, что говорить значит существовать. Молчать значит соглашаться или сдаваться. Но в логике тихой воды молчание — это не пустота, это наполненность. Вода велика не тогда, когда она штормит, а когда заполняет собой все пространство, не производя шума. Именно в такой воде отражаются звезды. Истинная сила не нуждается в громкости. Человек, уверенный в своей правоте, не торопится ее доказывать. Он может позволить себе паузу, может позволить себе вопрос вместо ответа, может позволить себе согласиться с частью обвинения и тем самым лишить его взрывной силы. Незачем уничтожать врага, достаточно лишить его решимости вступить в бой, говорит Сунь Цзы. Именно это делает стратегия тихой воды. Она не уничтожает, она убирает повод для битвы. Стратегия тихой воды — это не техника манипуляции. Это не способ хитрее выиграть в игре, в которую продолжают играть по-старому. Это другая игра целиком. Игра, в которой победа — это не когда противник сломлен, а когда конфликт не состоялся. Когда два человека расходятся, оба сохранив достоинство. Когда вы добились своего, не создав себе кровного врага. Лао Цзы формулирует финальный парадокс этой философии в 78 главе. Мудрый ограничивается следующими словами: «Принять на себя всю грязь поднебесной — вот что значит занять трон государя». Тот, кто способен принять на себя чужой гнев, не отразив его и не умножив, обладает настоящей властью. Властью не над другими, а над пространством между людьми. И в конце вопрос, который стоит задать себе в следующий раз, когда разгорается конфликт. Что в вас сильнее? Желание доказать свою правду или готовность остаться в покое?